И снова здравствуй, мой дорогой зритель! Как обычно, поводом сегодняшнего ролика стало прискорбное обновление в CS2, которое, к слову, весит 160 мегабайт. И помимо его обсуждения, мы затронем парочку новостей. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Представляю вашему вниманию топ Skins, на котором реально можно выбить хороший дроп, отдавая предпочтение либо открытию кейсов, или же проапгрейдив уже существующий скин. Ну или на крайний случай создать контракт. Кстати, сейчас у Top Skins проходит интересный ивент, где вы за разные действия на сайте получаете очки и увеличиваете свой уровень. И за каждым уровнем скрывается уникальная награда. Ну а использовав мой промокод, можете получить 40% по пополнению. Сайт, кстати, полностью прозрачный, и вы можете убедиться в этом сами, проверив любую игру, которую предоставляет Top Skins. Тем более, что ребята давно находятся на рынке и заработали свою репутацию. К тому же на сайте появилась открытая реферальная система, и вы можете сотрудничать с Top Skins и зарабатывать вместе. Так что не теряйте времени и переходите по ссылке в описании. Ну что же, сегодня разработчики решили словно над нами посмеяться. Спустя чуть больше 2 недель ожидания мы получили ровно один фикс на одной карте, который лечит зазор вот в этом месте, как вы могли догадаться, на карте Vertigo. Причем, чтобы вы понимали, для того, чтобы пофиксить этот недочет, разработчикам всего-то нужно было опустить одну стенку на пару сантиметров. И приблизительно их работа выглядела так. И длилась она ровно пару секунд. Вот это парни! Потрудились на славу! И это при том, что в игре до сих пор огромная куча очевидных багов. А особенно злосчастный мертвый фриз, который некоторым игрокам не дает нормально поиграть. Кстати, если вы вдруг не знаете, этот тяжелый недуг все же можно вылечить. Но способ вам очень не понравится. И все, что вам нужно, это включить рендеринг вулкан в CS2. Заходите в свойства игры и прописываете минус вулкан в параметры запуска. Способ, к сожалению, индивидуальный и некоторым может не помочь. Но если и поможет, то лучше, наверное, пулю в лоб словить. Кстати, сейчас идут вовсю закрытые квалификации на будущий мейджор турнир, который пройдет в конце марта. И, возможно, лишь поэтому данному багу решили уделить такое внимание. Но вы сами прекрасно понимаете, от таких действий разработчиков возмущения в комьюнити только продолжают расти. Настолько, что мне попадаются новости о возмущенных игроках на сайте, где, сука, нет какой-либо связи с CS2. Тем временем средняя цена дропа в CS2 уже спустилась ниже 40 рублей. Чтобы вы понимали, еще в ноябре стоимость была 80 рублей. Плюс онлайн также летит в аут. И все это показатели потери интереса к игре. К тому же уже в следующем месяце у нас будут аж 2 юбилея и 1 победный рекорд в КС. Ровно год стукнет с момента выхода последнего кейса. Ровно 2 года отсутствия какой-либо операции. И новый рекорд по ожиданию все той же операции. К слову, пока что эстафету держит промежуток между операцией Гидра и расколотой сети. Но между ними хотя бы выходила запретная зона и панорама UI. Ну и там различные праздничные ивенты. Самый лучший Хэллоуин в CSGO и самый лучший Новый год. Так что, ребята, до сих пор все очень и очень печально с игрой. Однако, не надо думать, что разработчики дурачки. Они как минимум эту игру запилили. Да и сложно сказать, что они ничего не делают. Как бы я ни распылялся в начале ролика, бета CS2 показала, что разработчики делают на самом деле очень много контента. Просто он до нас не доходит. Либо от него отказываются, либо впоследствии переделывают во что-то другое. В любом случае, на месте они уж точно не стоят. Но, как говорил последние 2 ролика, лучше не передерживать ожидания игроков. И на этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях, чего вы ждете от CS2, не считая багов. И когда, по вашему мнению, стоит ожидать контента в игре. С удовольствием почитаю. С вами был Пром. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!